Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я буду играть в Euro Truck Simulator 2 на праворульном тягаче. Посмотрите сразу же, как это вообще выглядит. На самом деле, безумно мне сейчас непривычно и необычно это все видеть. Я не знаю, какой у нас сегодня с вами получится ролик. Надеюсь, я смогу довести заказ. Перед тем, как мы с вами, кстати, этот заказ выберем, точнее груз, который мы с вами повезем, хочу также обратить ваше внимание на таблички, которые на моем тягаче сейчас присутствуют. Первое — это Алекс и Хуниган. Если вы были на моих прошлых стримах в среду и в воскресенье, то вы знаете, что в среду моим топ-донатером стрима стал Алекс, а в воскресенье топ-донатером стал Хуниган. Вот, и я решила сделать вот такую вот традицию, теперь так будет каждый раз, то есть имя топ-донатера будет попадать у меня вот в эти вот таблички. Вот так вот. Теперь думаю, о господи, это просто, я вот реально не знаю, как мы сейчас поедем. Надо будет, наверное, еще настроить потом вид сидения. Давайте выберем с вами груз. Так, берем компьютерные процессоры 3 тонны. Давайте-ка я все-таки поднастрою сейчас сиденье. Так, ага, у нас еще и этот адвизор находится слева. Ладно, до компании нам ехать 54 километра. Честно, я прям сейчас вообще запуталась вообще во всем уже. Я вот смотрю направо-налево, и мне прям максимально О боже, это очень непривычно. Ладно. Я даже не знаю. Наверное, на дороге мне нужно брать больше теперь вправо, получается. Больше держаться правой стороны, чтобы тягач... Ой, божечки, как мне не... Ой, это очень сильно непривычно. Я стараюсь смотреть по зеркалам, как-то ориентироваться по вот этой вот трещине на дороге, пытаюсь понять, правильно ли я еду и не выезжаю ли я на встречную полосу. Хорошо, что вообще, в принципе, у меня есть хотя бы уже какой-то небольшой, ну, можно сказать, уже нормальный опыт игры Euro Truck Simulator 2. И я, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть соображаю, что здесь происходит, соображаю немножко, какие вообще габариты, но тоже не всегда. Как вы знаете, не всегда у меня это получается. Так. Эть. Там еще машины ездят, не дай бог просто сегодня попасть в какую-нибудь аварию, это будет просто фиаско, братаны. Так, едем. Куда мне тут? Сюда свернуть? Да без разницы, наверное, можно было и так повернуть здесь направо. Ой, у меня чувство такое, будто вообще не я управляю этим тягачом. Кажется, будто это вообще не моя машина. Прям... Чувство такое, будто я сейчас вот еду и врежусь в этот Мерседес, потому что я совершенно не чувствую габаритов, потому что, казалось бы... Так, мне фары-то хоть... Да, фары я теперь включила. Казалось бы, знаете, вроде бы просто поменяла руль, а ощущения, они вот совершенно прямо другие. Мне хочется прям вот постоянно смотреть почему-то в левое зеркало, потому что у меня появляется стойкое ощущение, что часть моего грузовика, она как будто бы выезжает на встречную полосу, хотя, судя по зеркалу, я вообще как бы сейчас нормально еду, но вот это вот ощущение, оно мне почему-то покоя прямо не дает. Мне начинает казаться, будто у меня очень такой широкий и огромный грузовик. Но ладно, это мы с вами еще даже груз не взяли, а ехать нам еще 21 километр только до самой компании. Ужас. Это просто, ребят, лично для меня какой-то ужас, потому что мне непривычно, мне вообще это странно, я не понимаю. Ну, конечно, понятно, что люди, которые... Куда тут направо? Ага, все тут направо. Конечно, логично, что люди, которые там, допустим, изначально управляли машину праворульную, вот, им, конечно, это будет не тяжело. Допустим, если вы живете в стране в какой-то, где у вас праворульная, ну, точнее, праворульные там машины существуют. Хотя, погодите. Это левостороннее движение в каких-то странах может быть, а у нас
Порсы. И вообще в странах СНГ так-то есть еще машины с этим вот правым рулем. Я их вижу. Даже во дворе у меня вроде бы у дома стоит машина, у нее правый руль. Вот, но их прям очень мало. Я их вижу прям крайне-крайне редко. Но, конечно, люди, у которых такая машина есть, им будет также непривычно, если их посадить за леворульную машину. Поэтому, думаю, мы сейчас все с вами друг друга прекрасно понимаем. Так я стараюсь смотреть по зеркалам, чтобы, не дай боже, мне никуда просто не въехать. Так, поворачиваем, аккуратно. Так, мне тут надо направо, надо посмотреть по сторонам, никого нету. Повернули. Поехали. Хорошо, что трафик хотя бы не такой большой. Он, конечно, присутствует. Но, тем не менее, если бы у меня трафик сейчас стоял уже даже, допустим, на 5 или на 4, я думаю, мне было бы уже гораздо бы сложнее здесь передвигаться. Но хорошо, что машин мало. Так. У меня еще и навигатор слева, приходится смотреть налево. Прям... У меня прям такой... О, смотрите, видите впереди? И слева... И вон еще одна. Машины, короче, мне мой подписчик сделал такую вот приколюшечку, что теперь в городе, ну это, конечно, естественно, мод, что в городе теперь будут ездить машины с прицепом, как вот у меня. Я думаю, вы успели, конечно, это заметить в начале ролика, заметить мой прекрасный такой вот прицеп, точнее раскраску на него, вот, и теперь здесь в игре есть вероятность, что будут попадаться тягачи с моей вот такой вот раскрасочкой. Ну, это, конечно же, мод, вот, но, тем не менее, все равно здорово, я сейчас сама первый раз только увидела, прям очень-очень неожиданно и приятно. Так, поворачиваем. Так, и здесь нам что, куда? Ага, я так понимаю, опять направо, да? Так, о господи. Знаете, о чем я сейчас подумала? Будет интересно в конце ролика попробовать припарковать тягач задом, как я это уже умею делать. Ох, ну я, конечно, не знаю, сейчас ли мне стоит забирать груз таким образом. Давайте сейчас мы погрузку с вами пропустим. Обычно погрузку я всегда пропускаю, а вот парковку уже можно будет, я думаю, сделать самостоятельно, потому что, в принципе, тягач задом я парковать умею, а здесь у нас с вами из нового будет то, что у нас праворульная машина. Я, конечно, сомневаюсь, что у меня получится, но будем в себя верить, будем надеяться, что... Так, что все выйдет. Так, поворачиваем. Может быть, я, конечно, как-то не очень правильно настроила положение в тягаче, может, как-то неправильно настроила сиденье, но хотя, вроде бы, сейчас меня пока что все устраивает. Конечно, то, что мне непривычно, это уже дело не в настройке сиденья, а просто дело в том, что я не привыкла к такому вот управлению. Мне кажется, я вообще ни разу на праворукой-то не ездила. А, нет, слушайте, или было такое на одном из моих самых-самых первых стримов. Я, кажется, случайно взяла праворуку, когда у меня еще даже не было своих этих тягачей. Тогда, кажется, было такое, что я случайно взяла праворуку и ехала на праворукой. Или, может быть, я путаю с другим случаем, когда я отправилась в Великобританию, а там же, естественно, как бы леворукая, там левостороннее движение. Такое тоже было. И, кстати, по поводу левостороннего движения, что хочу сказать. Так, машины у нас нет. В четверг выйдет ролик, где я также на праворульном, я на праворульном грузовике поеду в Великобританию, где левостороннее движение. То есть я сегодня себе чуть-чуть ломаю мозг, вот, а в четверг я себе мозг сломаю полностью. Но мне, конечно, будет безумно интересно посмотреть, как это у нас будет выглядеть. Мне кажется, я сейчас заехала на встречку, когда поворачивала, потому что габаритов я не чувствую совершенно. Вот, поэтому я думаю, что... О, смотрите, какой автобус классный. Ну-ка, погодите.
Мгм. Хотя, вот, видите, в зеркало. В общем, в левое зеркало, смотрите, какая классная раскраска у автобуса. То есть тут не только прицепы попадаются мои с моей раскраской, но также и автобусы. Но я так понимаю, автобусы тут с моей раскраской, они встречаются пореже, но все равно здорово, прям классно выглядит. Так, все, едем с вами дальше. Поэтому я думаю, что в четверг будет очень даже такое интересное видео. Я очень надеюсь, что вы его все обязательно посмотрите и оцените мои старания, потому что я буду, конечно же, как всегда, очень-очень стараться. Так, машин нету. Все. Так, и куда мне здесь? Налево. У меня просто мозг прям вот сейчас вот с ума сходит, потому что я привыкла же, что у меня руль всегда слева, все понятно, все хорошо, а тут руль справа, и просто вообще не соображаешь, что тебе нужно делать. Так, ну ладно, вроде едем пока нормально, пока что без каких-то происшествий, пока что вроде все хорошо. Так, лучше перестроить сразу здесь влево. Радует реально, что машин немного. Кстати, пейзажи у нас достаточно красивые. Мы же с вами сейчас находимся, получается, в Румынии. Так. О, господи, у меня же слева этот навигатор. Я всегда почему-то вправо хочу посмотреть. Едем мы, если что, в Варну. Везем компьютерные процессоры 3 тонны. Прикольно, прикольно. Компьютерные процессоры. Здорово, здорово. Так. Едем. На самом деле, мне кажется, что я уже немножко как бы начинаю к этому привыкать, потому что все-таки это не так сложно, я думаю, как это было бы, если бы я еще ехала в смысле, на левом стороннем, господи, как это правильно сказать-то? В общем, я думаю, что это было бы гораздо бы сложнее, если бы у меня еще и было левостороннее движение. А так-то, в принципе, я уже более-менее привыкаю. Уже нормально. Только кажется, что я... Казалось, что я сейчас перевернусь, но нет. Это были просто мои такие ощущения. Так, у нас снова с вами кольцо. Сложнее, конечно, на кольце. Давай, уезжай. Все. Гораздо сложнее лично мне почему-то ездить по кольцу, потому что на кольце прям начинаешь путаться сильнее. О, смотрите, опять мой автобус. Автобус с моей раскраской. Красота. Красота, красота. Так. Тут у нас машин что-то прям нормальный такой трафик. Мне надо влево. Пожалуйста, пропустите. Пустите меня, пожалуйста. Ну пропусти, ну пожалуйста. Все, лучше сделаю так, там машина подождет, потому что иначе мы бы с вами бы очень долго бы ждали. Все, наконец-то можем ехать с вами по трассе, мы более-менее уже выехали сейчас из города. Главное не въехать ни в какие нам машинки. Так, будем ехать аккуратно. Опять тягач с моей раскраской. Кстати, думаю, будет очень интересно, если вы, пока смотрите этот ролик, посчитаете, сколько вы встретили тягачей с моей раскраской и сколько вы встретили автобусов также с моей раскраской. И посчитайте и обязательно напишите комментарий. Вот еще один, смотрите, я вам даже подсказываю, помогаю. Автобус еще один. Вот, и я обязательно... Случайно. Я обязательно лайк вам поставлю на этот комментарий. Видите, меня как будто бы немножко больше ведет влево, потому что, ой, господи, это сейчас прям очень непривычно. Я, наверное, лучше перестроюсь обратно в правую полосу. Как-то на правой, когда в правой полосе едешь, как-то все-таки поудобнее, что ли, чем когда перестраиваешься влево, потому что слева вообще я чувствую такое, будто не понимаешь, где у тебя там тягач находится. Нам тем временем осталось ехать еще 232 километра. Давайте-ка перестроимся. Так, надо смотреть по зеркалам, как близко я нахожусь к этим отбойникам. Главное не заехать на них. Так, все, перестроимся обратно. О, нормально. Бензина... О, кстати, бензина-то у нас маловато. Поэтому лучше я заеду, заправлюсь.
Давайте-ка лучше мы заправимся, потому что, ну, мало ли, и тут снова... Ладно, я не буду подсказывать. Не буду подсказывать, считайте сами, сколько вы встретите тягачей. Так, глушим. Глушись. А, у меня что, кнопка не назначена? С каких-то пор. Все. Заправимся и поедем дальше. Все как-то долго заправляется, обычно быстрее это происходит. На сколько литров у меня, кстати, бак? 475, 500, 600, 750, 800, 940 литров. Ничего себе. Нормально. Я почему-то думала, что у нас поменьше. Все, поехали. Поехали дальше. Можем с вами дальше гнать, хотя я думаю, что... Ну, предполагаю, что, конечно, этого количества бензина нам, возможно, бы и так бы хватило. Но да ладно. Все. Прям уже начинаю прямо привыкать, но, конечно, все равно еще не до конца. У меня тут бутерброд, книжки. Все то же самое, что и лежало раньше, когда у меня руль был слева. Я хочу обогнать этот тягач. Желтая машина хочет обогнать меня. Желтая машина уже не хочет меня обгонять. Почему-то передумала. Ну ладно, ладно. Это, кстати, тоже Скания, да? Я в одном из своих прошлых роликов, короче, такая... обозвала DAF, кажется, Скания. Я еще там такая еду и говорю: о, вот это точно Скания, Сканию я ни с чем не перепутаю. В итоге это была не Скания. Ну, ладно, зато тест на внимательность вы хорошо прошли, но вот я почему-то... Стоп. Я почему-то реально была уверена, что была Скания, а то у нас была не Скания. Так, надо как-то аккуратно тут проехать по обочине. Эть. Какая-то прямо жесткая, как будто бы авария произошла. Главное, что без вертолета. Потому что я в одном из своих прошлых роликов, как вы уже знаете, пыталась преодолеть препятствие с вертолетом, ну, точнее, вот это вот ЧП, которое образуется рандомно на дорогах. И мне подписчик уже скидывал скриншот, показывал, что вот, Лиза, оказывается, можно на самом деле объехать происшествие с вертолетом, но у меня почему-то ни в какую это сделать тогда в ролике не получилось. Не знаю, как красиво, не знаю, что я делаю не так. Мы обнаружили новую обзорную точку. Ну-ка, давайте заедем на обзорную точку. Я думаю, почему бы и нет. Давайте посмотрим. Я так понимаю, нам сейчас будут показывать тут мост. Так, немножко проехала. Сдадим назад. Так, все. Глушим двигатель. Что это у нас? Так, мост Черноводы. Черная вода? Мост черной воды? Черной воды. Прикольно. Красиво. Ломита. Как все-таки интересно. О, такие домики, прям такие колоритные. Ну, что там на мосту на самом написано, я уж, конечно, не знаю. Как оно, интересно, переводится, вот эта вот фраза. Вот это красиво. Вот это мне нравится. Вот это симпатично. Я прям люблю такие мосты, такие всякие разные, красивые. Особенно, когда еще такая прям голубая-голубая вода. Это у нас получается мост, через который есть... Железнодорожный мост. Вот. Хотела сказать мост, через который ездят поезда, но проще сказать, что это просто железнодорожный мост. О! Константа. И какой-то рекламный баннер. Жалко, тягачей с моей раскраской не проехало ни одного. Печально. Так, все, поехали. Посмотрели мы с вами даже обзорную точку. Успели. Все. Отлично. Черной воды. То есть это прямо город такой. Интересно. Я просто думала, это мост так называется. Это прям целый город носит такое название. Интересненько. Все. Едем дальше. Я решила сегодня, кстати, покататься на Скании, потому что давно у нас Скании не было.
Я в последнее время на Volvo, прям реально последний месяц-два я прям только на Volvo. Вот, но подумала, что все-таки Сканию я тоже сильно люблю, по Скании я соскучилась, вот, и хочу на ней прокатиться, поэтому даже стрим в воскресенье я тоже проводила за рулем Скании. Я думаю, что вы тоже не против. Потом, конечно же, буду также и на Volvo кататься, и на Дафе. На Дафе, кстати, я тоже в последнее время стала кататься прям чаще даже, чем на своей Volvo. Но вот к Дафу у меня, конечно, ну, есть как бы еще такие вопросы, потому что все-таки я, наверное, не буду утверждать, что Даф это мой любимый вид тягача, точнее, любимая марка тягача, потому что он выглядит красиво. Внешне мне DAF прям вообще очень нравится. Вот этот вот XG+, который новый. Мне он прям вообще реально очень-очень нравится. Но в плане вот мощности, в плане вот каких-то внутренних у него вот характеристик, он мне как-то не очень сильно пришелся по душе, потому что мне... ну, так-то без разницы, могу и так, и так. Ничего страшного, потому что мне кажется, что он, ну, прям какой-то слабенький, хотя у меня вроде и двигатель мощный стоит, и все, что нужно, у меня вроде бы правильно поставлено, и шасси у меня не для тяжелых грузоперевозок, да, из-за чего бы он, допустим, мог бы ехать медленно, но, тем не менее, он какой-то слабоватый, но не сказать, что прям какой-то прям совсем задохлик, но, в общем-то, DAF по внешности для меня стоит там чуть ли не на первом месте, вот, и внутри он красивый, и снаружи, и вот эти вот зеркала камеры мне тоже очень нравятся, вот, а по выносливости, по вот именно таким вот вещам, наверное, далеко-далеко не первый, вот. И, кстати, если раньше я говорила, что Скания все мне нравится больше всего, Скания моя любовь и все такое, то сейчас первое место со Сканией делит определенно Volvo, которая у меня есть. Так, аккуратно. Потому что та Volvo, которую я не так давно купила и на которой я большее время сейчас каталась, она прям вообще прекрасная, она прям просто замечательная, она мне безумно нравится, вообще просто вот по всем пунктикам, и внешний вид, и вот это вот, и то, как она быстро едет, и то, как она вообще ничего не боится, куда угодно заедет, проедет, вот это мне прям вообще сильно нравится. Поэтому, когда меня будут спрашивать, Лиза, какой у тебя любимый тягач, я даже не знаю, что теперь и отвечать. Наверное, ну, 50% это будет Volvo, 50% Scania, потому что Scania, ну, Scania это Scania, тут даже объяснять нечего. Scania, она все равно топовая. Вот, ну и Volvo теперь тоже, Volvo я теперь тоже люблю. А DAF это вот как бы, ну, что-то среднее, но я его тоже люблю. Всех люблю. Они у меня все хорошие. Смотри, как красиво. Такая красота. Главное, никуда мне не въехать, пока на такую красоту любуешься. Так, Варна у нас прямо по указателям. Значит, едем мы с вами прямо. Я так понимаю, у нас какой-то порт. Да, тут, наверное, у нас корабли какие-нибудь, которые тоже перевозят грузы. Интересненько смотрится, интересно выглядит. Так, ограничение 50. Отлично. Это потому, что мы, наверное, с вами в черте города какой-то находимся. И какие интересные тут дома справа. Прям такой какой-то населенный пунктик интересный. Варна. Вехи. Что такое Вехи? Как она Ой-ой-ой, какой-то страшный. Как ты это быстро едешь. О, яхта, смотрите, у человека просто яхта своя. Хотя, может, это катерок. Посмотрите, какая красота. У меня прям ассоциации с Кубанью почему-то. Там вот тоже на Кубани маленькие такие города, станицы. Там тоже такие дома стоят, одноэтажные, двухэтажные, такие небольшие коттеджи. Вот, и там прям столько зелени, все так красиво, все так по-летнему, все так хорошо. Вот, и здесь тоже какая-то такая же атмосфера. Прям, не знаю, так здорово выглядит. Мне прям вот такие вот места вообще сильно по душе.
Мы с вами приближаемся, я так понимаю, к какой-то границе. Пункт. Какой-то пункт. Ладно, едем. О, у меня ход достижения зарабатывания странник... Ой, 3 из 5. Пока смотрела, что там у меня за достижение, уехала. Сейчас будем паспорт свой показывать, я так понимаю, да? Ладно. Заезжаем. Так, все. Нет, все. Надо еще заехать. Все, вот теперь проверяем. А, мы в Болгарии. Мы с вами в Болгарии. Мы из Румынии с вами переехали в Болгарию. Болгария. Прикольно. Но я так помню, мы с вами тут уже ездили. Вроде мы тут уже с вами в Болгарии-то мы с вами были. И в Румынии мы с вами тоже были. Но вот эти места я не помню. Наверное, это какой-то другой, может быть, заезд, подъезд. Вот она, Болгария. Ой, как здорово, прикольно, красиво. Еще какой-то пунктик. Еще раз паспорт показать? Или что вам нужно? Так. Я помню, на стриме в воскресенье шлагбаум уже открыться успел, когда тоже было такое же какое-то место. Вот. А невидимая стена, она исчезнуть не успела, которая там есть, когда ты, ну, хочешь проехать сквозь этот шлагбаум. Вот. И, короче, получилось так, что я просто въехала в пустоту и получила урон. Ну, классно. Сколько нам осталось? Нам осталось всего 22 километра, то есть, грубо говоря, мы сейчас с вами уже подъезжаем к компании, уже сдаем груз. Тут прям такие милые деревья растут. Интересная разметка на дороге справа. Пунктирная линия. Я не помню, чтобы в России такое было. Может быть, я, конечно, что-то не помню, может, я что-то не знаю. Но что-то такое будет, такой пунктирной линии. А все, она закончилась. Все. Нету больше пунктирной линии. Справа, зато теперь слева есть. У нас какие-то тут деревья, какие-то заезды. Все, мы приехали в Варну. В Варну, в Болгарии. Как красиво. Я, кстати, хотела бы побывать в Болгарии. Мне кажется, там прям здорово. Я, конечно, не знаю, насколько это правда, но сколько не слышала, все говорят, что в Болгарии круто. Надо только бы мне не проехать поворот. Я уже, кстати, совсем забыла о том, что... Ой-ой-ой. О том, что я еду так-то на праворульном грузовике. Так, мне надо сюда. Сюда. Проехала поворот все-таки. Бургас. Какой-то указатель на Бургас. К правому рулю я уже привыкла. Я думаю, гораздо сложнее будет у нас видео, которое выйдет в четверг. Там, мне кажется, будет прям уже жесть. Так, смотрим по сторонам. И Века, машина Века, проезжай. Реношка тоже. Ты же Реношка, ты пропускаешь или что? И... А, то есть вы друг друга ждете, да? Вы без друга не могли проехать? Ауди. Это Ауди? Похоже на... Да, это Ауди, но она что-то... Ой, простите. Все, ладно, все стоят, мы поехали. Странные, иногда боты себя странно ведут, потому что я вроде бы всех пропускаю, они проезжают, потом просто останавливаются на месте, потом вообще вот такой вот ерундой страдают и просто стоят. Непонятно. Ой, там мусор какой-то валяется. Что так грязно? Что так странно? Я так понимаю, мы с вами сейчас через всю эту Варну проедем. И потом, когда мы этот город полностью проедем, мы поедем уже до компании. Потому что сейчас я понимаю, что мы находимся в черте просто города. Чем-то, знаете, на Россию очень сильно похоже. Вот эти вот дома, вот эти вот все магазинчики.
Так. Ну что такое? Так зеленый. А. Так мы поедем сегодня или нет? Угу. Я не поеду, он поедет. Смотрите, это атака титанов. Атака... Ой, ну да, господи, уж подумала, я неправильно назвала название аниме. Реально. Маршрутка с атакой титанов. Вот вы такое где-нибудь видели? А вот я видела. И теперь вы тоже увидели. О, я как далеко от линии стою. Все, зеленый загорелся. Поехали. Пока никого нету. Я никого пропускать не люблю. Догоним сейчас мы эту маршрутку. Джаз, вечер, царский театр. О, какой-то царский театр есть. В Болгарии. Так, давайте перестроимся налево. Все, маршрутка пропала. Вон она туда поехала. Жалко, что их тут так мало встречается. Вау, 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 вау. Все, минус все машины. Я урон получила? Да. Немножко урона получила. Что-то загляделась я на маршрутку. Ну ладно. Так, проезжай. Автодом. Прикольный автодом. Там что-то прям такие повороты-завороты. Когда же мы с вами уже доедем до этой компании-то? Кажется, вроде бы осталось-то всего 6 километров. А по навигатору там еще кольцо, какая-то развязка. Туда повернуть, туда завернуть, и все. Что это? Бонбони. Вкус от небесата. Вкус от чего? Бонбони, ребята. Звучит смешно. Бонбони. Так. Нам тут... На какой съезд? Нам тут сюда. Автобазар. Хорошо, что тут хотя бы такие надписи. И язык такой, что ты что-то понимаешь еще даже. Что за магазины здесь? Опять у нас красный. Вот посмотрите просто по навигатору. Там туда, сюда, вот так. Разные стороны. Зеленый. Мне нужен зеленый. Мне нужно срочно доставить груз. Все, нам сюда. А, мы сейчас на мост с вами на этот заберемся. Ладно, понятно. Как я и говорила, проехали мы с вами прямо весь город, объездили. И уже из города выезжаем, я так понимаю. И сейчас уже просто едем за окраину. Надеюсь, это окраина. Так-то вроде бы, да, вон какие-то заводы просто. Так, ладно, тут можно без поворотника. Балансируйте. Что-то балансируйте написано на баннере, на рекламном. Наверное, какая-то, может, реклама центра растяжки. Так, тут нам направо. Вот тут прям красиво. Тут прям так интересно кататься, интересно так все рассматривать. Так все любопытно смотрится, так все интересно выглядит. Нам еще главное попробовать припарковать. Вот уже компания одна. Так, тормози, машина поворачивает. Ага, нам к этому, к шлагбауму надо. Какое-то страшненькое, достаточно такое здание, не очень симпатичное. Ну, будешь пропускать? Пропусти. Пусти. Все, пустил. Лишь бы мне ничего не задеть. О, я не знаю, как мы сейчас будем парковать, но мне очень хочется прям попробовать. Мне реально интересно, получится ли припарковать тягач. Поворачиваем. И приехали. Груз мы с вами доставили. Это было достаточно так сложновато. Так, все, поехали. Давайте сейчас быстро с вами его припаркуем. И на этом будет у нас все. Тут прям куча всяких яхт. Так. Ну-ка, где это?
А, тут даже, угу, тут не так все просто, как я думала. Слушайте, а как сюда заезжать? А так нет, так я, наверное, не смогу припарковать. Ну ладно, ладно. Не каждый раз же парковать задом прицепы, бывает. И на этом мы с вами будем заканчивать. Мы с вами доставили груз компьютерные процессоры из Бухареста в Варну. Очень надеюсь, что вам ролик понравился. Обязательно оцените мои старания, напишите комментарий, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы с вами встретимся уже в следующих видосиках и стримах. И всем пока! Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.